Друзья, всем привет! На связи Паша Клымок. Это значит, мы снова с вами общаемся, разговариваем, осуждаем моноколеса и все, что с ними связано, а также делаем небольшие заметки для себя на будущее, если вы, в частности, еще не стоите на моноколесе. И сегодня такая тема боли, тема досада, тема жалоба моноколесному сообществу и людям, приближенным к моноколесу. И сегодняшнюю тему я назвал такой подставой: от КС-18L не ждал. Рассказываю в двух словах, а если вы не хотите слушать в двух словах, то вы можете посмотреть вот тут вот ролик. Это ролик с недавней покатухи, так сказать, по свежим новым эмоциям записываю этот ролик. Покатуха была с Киева в Триполи, можете посмотреть, загуглить на карте просто расстояние. Мы нормально сюда приехали к закату. There's something that'll have what you need. Расстояние в одну сторону примерно где-то 55-60 километров, соответственно, в обе стороны примерно где-то 110-120 километров. Началось все с того, что я прикинул, запас хода по бумажке КС-18L составляет 95 километров. Методом научных проб и ошибок по городу, по Киеву мне его хватало и хватает, в принципе, километров где-то на 60 плюс. Прикинув эту цифру, посмотрев расстояние на карте, я подумал, ошибочно, как оказалось в дальнейшем, что, в принципе, в одну сторону этого заряда, на одном заряде колеса, мне хватит более чем с головой. Но оказалось, не казалось, и заряда не хватило. Вы знаете, до первого разряда, до первого, снижения скорости, ограничения скорости колесом, то есть когда уменьшается заряд батареи, не помню, там 20 или 18%, когда остается, или 30%, то снимается скорость немного. То есть вы уже можете гнать не 50 км в час, а 40, потом 30, потом 25, меньше. Первые знаки разряженного аккума начали происходить примерно где-то спустя, как мы проехали 30 километров. 30, Карл, километров. Даже не 40, даже не 50 и даже не 60. Чтобы не ходить вокруг да около, до состояния невозможности ехать мы проехали на колесе. Я проехал на колесе КС-18L, другие ребята на других колесах, 33 километра. 33 километра — это до того момента, пока колесо на одном из перекрестков, уже подъезжая к, так сказать, пит-стопу вынужденному, но начало задирать педали, то есть просто колесо из горизонтального положения встало вот в такое положение, и стоять на нем просто было невозможно. Благо дело, брали все с собой зарядки, брали удлинители, благо дело, заправка, кафе, заправка разрешила подзарядить колеса. Около часа, может быть, полтора мы там находились. Какое-то количество времени я подзаряжал своим аж 1,5 амперным зарядным устройством родным. Какую-то часть моноколесные братья и сестры поделились со мной более мощной, более усиленной вектором зарядкой, которая вливает в колесо 5 или 9 по желанию, так сказать, заказчиков. По бумажкам КС-18L, по бумажкам производитель рекомендует максимальное зарядное до 4 ампер, как потом оказалось. Ну да ладно. В общем, зарядило колесо примерно до отправной минуты где-то на 73, точно не помню, 73 или 75%. В принципе, этого довольно-таки было достаточно до
место, куда мы, собственно, следовали. Это обзорная площадка, можете в видео это посмотреть. Проехав, опять же, фиг знает сколько, на пальцах 2 рук можно посчитать этот километраж, колесо снова стало плеваться, снова уменьшать километраж, снова уменьшать скорость, километраж, снова уменьшать скорость. И, в общем, это было опять все печально. За этот день я заряжал КС-18L, чтобы в дальнейшем потом доехать до дома 3 раза. 3 раза, это с тем учетом, что обратно один из моноколесников был на автомобиле, и поэтому мы вернулись обратно на машине. Иным образом, КС-18L обратно проехать 35-40 километров бы не смогло, я более чем уверен. Ну или нужно было двигаться на скорости 20 км в час. А теперь, собственно, переходим к небольшой оценке этой ситуации. Первый момент, несколько моментов выделю. Первый момент, от заявленных 95 километров по городу колеса хватает на 60. Вне города, а средняя скорость была примерно где-то от 40 до 50 км в час, то есть почти на максималке со спусками, с подъемами, колесо протянуло, ну, считайте, до 40 км. До 40 километров, даже еще и меньше, что, на мой взгляд, крайне мало. Следующий момент. Если хочется ездить на большие дистанции, есть два варианта. Первое – это более мощное колесо или сборка того же 18L на большем аккуме. Да, то есть это все можно сделать без каких-либо проблем, было бы желание и деньги. Второй вариант – это иметь мощную зарядку, которая, допустим, за час вам зарядит это же самое колесо, там, ну хотя бы, да, там, на 90% с нуля. Это маловероятно, но это не те 7-8 часов, которые заряжаются родным зарядным устройством. И вот я после этой покатухи подумал и опять же возвращаюсь к своим мыслям. Кстати, пока не забыл, напишите, сколько ваше колесо едет от заявленных. То есть вот по бумажке вы знаете, что оно едет там условно 120 км. Вот сколько оно обычно проезжает. Потому что, судя по КС-18L, любое колесо в условиях нагрузки, оно будет проезжать ровно в 2 раза меньше. И учитывайте это при покупке нового колеса. Сказать о том, что тут убитые аккумы КС-18L нельзя, потому что оно проехало всего лишь 3000 километров. Это абсолютно не показатель, это абсолютно не километраж. И вы знаете, после этой покатухи я подумал вот над чем. 2 варианта езды на длинные дистанции. То есть вариант первый – иметь мощную зарядную, которая будет вливать жизненную силу в ваше колесо каждый там час, 2, 3 езды, или ехать медленно. То есть если двигаться медленно, да, там до 20 км в час, ну окей, там, до 25 км в час, конечно, его хватит намного больше. То есть уже не на те 33 км, а допустим там на 60 км. Но это не точно. Как думаете вы, что бы вы выбрали? Меньшую скорость, но, соответственно, больше километраж, или большую скорость, но более частые остановки с зарядкой вашего колеса то там. Потому что мне больше по душе, наверное, все-таки большая скорость, но более частые остановки с зарядкой. Потому что двигаться, знаете, 10 километров, 15 километров, 20 километров в час где-то за городом по ровной трассе, по идеальной поверхности, по идеальному асфальту с классными видами, пейзажами, но это какое-то извращение. Это, на мое мнение, на мой взгляд. Поэтому 45-50 км в час наше все. Просадка аккума за 30 километров – это, в принципе, то, чего стоит ожидать от большинства моноколес. КС-18L, ну а другие, соответственно, тоже на меньший запас хода. Задумался ли я о том, что поменять колесо на более мощное в плане езды и километража? Да, но возвращаясь к вопросу о весе, возвращаясь к вопросу о моем 4-м этаже без лифта, возвращаясь к вопросу о
не совсем пригодной велоинфраструктуре в нашем городе и говорить о том, что моноколесо не нужно будет тягать, носить, поднимать, вопрос. И при весе сейчас 25 кг 18L или при весе 40-килограммового колесо, которое будет ехать 150 километров запаса хода, вопрос остается открытым. Кстати, в одном из следующих роликов я как раз сниму, смонтирую тему веса моноколеса, в частности V13, которое весит 50 кило. Вот такие вот мысли по-свежему, так сказать, для вас, для нас и для моноколесников я попытался изложить. Буду от вас рад услышать фидбэк в комментах, сколько вам хватает вашего колеса при нагрузках, да, и ваше мнение по поводу, что лучше: быстрая езда, но более частые остановки на зарядку, или медленная езда, но больше километраж. До новых встреч на канале, в новых видео. Всем пока.